Сегодня в видео свадебный маникюр, аэрография гель-лаком и дизайн с использованием 3D пасты. Привет, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду выполнять свадебный маникюр. Буду делать аэрографию гель-лаком и в конце обязательно подробно покажу, как я мою ручку аэрографом. Итак, приступим к работе. Снимаю материал твердосплавной фрезой. Подойдет кукурузка или усеченный конус. Можно взять с красной, синей или зеленой насечкой, как кому удобно. У меня кукурузка с синей насечкой. Шлифую поверхность ногтя и придаю форму. Далее выполняю комбинированный маникюр. Теперь подготавливаю ногтевую пластину к покрытию. Шлифую, обезжириваю и покрываю праймером. В качестве подложки использую камуфлирующую базу Yoposh номер 20. Покрываю в один слой с выравниванием. Обычно перед работой с аэрографом покрывала кожу вокруг ногтей специальным средством. Так как кожа у моей клиентки очень сухая, решила нанести масло перед тем, как наносить жидкую кожу. В принципе, мне этот вариант понравился. Единственный минус состоял в том, что сложно было наносить специальное средство после масла, так как оно скатывалось. Но все оказалось возможным. Я сегодня буду работать новым компрессором от фирмы Tagore. Подсоединяю ручку к компрессору и развожу жидкость для распыления. Я использую жидкость для снятия гель-лака и непосредственно белый гель-лак. Хорошо перемешиваю и начинаю работу. При первом распылении на ноготь я заметила, что ручка плюется. То есть распыляет не мелкодисперсными частичками, а крупными. Получается не амбре, а снежок. Это происходит от того, что жидкость для распыления получилась слишком густая и пигментированная. Поэтому все стираю, добавляю в емкость для краски еще жидкости для снятия гель-лака и продолжаю работу. Просто я раньше пользовалась другим белым гель-лаком, который менее пигментированный. А этого от фирмы Milano нужно гораздо меньше для того, чтобы красиво распылить на ноготь. Распыляю сначала первый слой и сушу в лампе, затем второй слой. Просушиваю окончательно в лампе и покрываю топом в 2 слоя.
Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, так вы будете всегда в курсе моих новых видео. Теперь снимаю жидкую кожу. В принципе, снялась она хорошо, я довольна. Возможно, масло сыграло свою роль. А теперь осталось выполнить дизайн на безымянных ноготках. Рисую белой гель-краской цветы. Серединку размываю с помощью топа. Далее после просушки размешиваю топ с жемчужной втиркой, закрашиваю цветок и снова отправляю в лампу. Теперь с помощью 3D пасты хочу создать объем. Апельсиновой палочкой распределяю пасту на лепесточки и просушиваю в лампе. Эта паста очень прикольная, чем-то напоминает пластилин. Я бы сказала, что ей очень просто работать. Добавляю в серединку стразы и бульонки. В итоге покрываю все топом. На боковых валиках кое-где осталась краска. Ее можно легко удалить с помощью фрезы пламя. Теперь остается посмотреть на результат. Мне понравилось, что жемчужная втирка ненавязчиво переливается в цветочках. И 3D паста оказалась не лишней. Легкий объем и рельеф тоже смотрится нежно. Теперь, как и обещала, показываю, как я мою аэрограф. Все очень просто. Промываю жидкостью для снятия гель-лака несколько раз. Для того, чтобы хорошо размешать жидкость в емкости для краски, включаю аэрограф и зажимаю отверстие пальцем. С помощью пузырей все хорошо промывается. Так делаю несколько раз, пока полностью не вымоется белый гель-лак.
У моего новенького компрессора есть подсветка и 3 режима работы – Light, средний и максимальный. Надеюсь, мой опыт был вам полезен. Всем спасибо за просмотр. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем хорошего дня и до новых встреч!